Десерт соблазнения, десерт искушения, глубокий вкус шоколада и нежнейшая текстура. В этом ролике готовлю классический французский шоколадный мусс. Продолжайте смотреть, будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Шоколадный мусс – это один из самых простых рецептов и при этом элегантнейший и всегда уместный. И на большое торжество, и для романтического ужина, и дети просто обожают, а ингредиентов минимум. Главное, возьмите качественный шоколад и поехали готовить. Список ингредиентов есть в описании под этим роликом. Я использую шоколад 80%, сливки у меня жирностью 30%, а сахар я сразу разделила на две части для удобства. У меня сахар коричневый, но подойдет любой, главное, он должен быть мелким. Либо используйте сахарную пудру. Яйца очень важно тщательно вымыть, и они должны быть комнатной температуры, не холодные. Первым делом готовлю шоколадную основу. Нужно аккуратно растопить шоколад. Сделать это можно на водяной бане, а я буду топить его в микроволновке короткими пульсами, проверяя, как идет процесс, чтобы шоколад не перегрелся. Шоколад практически готов. Осталось буквально пара кусочков, они сейчас разойдутся при перемешивании. Теперь я прогреваю сливки и смешиваю их с шоколадом. Если влить холодные сливки в теплый шоколад, он сразу схватится и не получится перемешать смесь до однородности. Впрочем, в такой ситуации можно просто аккуратно еще раз прогреть смесь вместе. Перехожу к яйцам. Первым делом разделяю белки и желтки. Для мусса яйца используются сырыми, это классика, а поэтому очень важно брать свежие яйца и хорошенько их помыть. Если вы все же опасаетесь использовать сырые яйца, сейчас во многих магазинах начали продавать пастеризованные белки и желтки, можно приобрести их. Дальше я еще расскажу, как еще можно поступить. Сразу отправляю к белкам и желткам сахар. Сперва взбиваю желтки в пышную пену, это поможет желткам лучше соединиться с плотной шоколадной массой и стать легче. Если есть опасения насчет сырых яиц, желтки с сахаром можно взбить на водяной бане на манер десерта сабайон. Да, это немного хлопотнее, чем просто взбивать, но это реальный работающий метод. Когда желтки станут пышными, сперва добавляю ложку шоколадной массы и взбиваю до распределения. Затем ввожу остальную массу и взбиваю до однородности. Масса получается легче и она слегка вязкая. Для разнообразия можно смело добавлять в этот десерт специи, например, острый чили-перец, щепотку копченой соли, корицу, кардамон, какие-то пряные согревающие специи. Можно добавить цедру цитрусовых или капельку ароматного алкоголя. Это будет просто что-то невероятное. Промываю венчики и взбиваю до пышности белки. Небольшое количество сахара тут работает для стабилизации пены. Если опасаетесь сырых яиц, взбивайте белки на водяной бане, как для швейцарской меренги. Чтобы было проще вмешать белки в мусс, важно взбить их до мягких пиков, а не до плотных. Текстура хорошо видна на видео. Теперь я соединяю белки с шоколадной массой. Чтобы это получилось легко и при этом мусс сохранил максимум воздушности, я сперва добавляю к шоколадной массе ложку взбитых белков и вмешиваю ее. Масса стала легче и дальше смешивать ее с белками будет проще. Добавляю еще 2-3 ложки, вмешиваю опять. Теперь всю шоколадную массу отправляю к остальным белкам и перемешиваю все до однородности. Вот такой легкой и воздушной она получается. Распределяю мусс по формочкам. У меня стеклянные ромикино по 200 мл, получается 4 полных порции. Можно сделать порции поменьше, если предполагается сытный ужин. А еще можно подавать мусс в небольших бокалах, это тоже очень красиво и нарядно. Накрываю мусс пищевой пленкой и отправляю в холодильник для стабилизации на пару часов, после чего он превратится в настоящий рай.
Чтобы придать ему максимально нарядный вид и завершенность, я добавлю немного взбитых сливок и шоколадной стружки. Небольшое дополнение, а как оно украсит блюдо. Просто взбиваю немного жирных сливок до кремового состояния, а стружку делаю при помощи ножа. И вот какое волшебство получилось. Как вам? Напишите в комментариях. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх, сохраняйте его себе на будущее, готовьте, пускай вам будет вкусно, оставляйте свои приятные комментарии. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная». Еще больше вкусных ссылок на такие вот простые классные десерты я оставлю в описании под роликом.